Ну, да. Добрый день. Добрый день, дорогие партнеры. Сегодня особенный день. У нас сегодня особенный период, наверное, в жизни сейчас происходит каждого из нас, потому что мы в преддверии новогодних праздников, Рождества. Это очень светлые чувства и очень светлый праздник. Чем мы вас все и поздравляем. Сегодня еще особенный день от того, что мы собрались все вместе. Сегодня такой необычный вебинар, потому что сегодня мы пригласили тех людей, которые не словом, а делом добиваются успеха, ведут свои команды вперед, потому что вы, конечно, как люди ведущие, должны знать больше, уметь больше, делать больше. И самое главное здесь делать. Ну, конечно, и слово знать, поэтому у нас сегодня сами обучающий вебинар. Ну и вот такие светлые праздники у нас сейчас, в период таких праздников мы и встретились. Конечно, это время, когда хочется быть семьей, хочется торжества, праздника, и сделать этот праздник для себя и для команд в том числе. Конечно, мы одна семья, и от того, как мы ведем бизнес в кругу семьи своей команды, да, как одна семья, как одна команда, от этого зависит, наверное, и вот это благосостояние нашего дома и благосостояние нашей семьи. И поэтому мы тут сегодня с вами еще собрались, потому что очень хочется, чтобы наш бизнес процветал и двигался вперед. Итак, как вы знаете, что основа всего, основа бизнеса – это, конечно же, клиент. И сегодня мы будем говорить о его величестве клиента. Я знаю, что вы все собрались не для того, чтобы на меня посмотреть. Я вижу в чате, вы говорите, что меня не видно. Но, конечно, мы собрались для того, чтобы сегодня пройти великолепный тренинг у бриллиантового директора Клиффа Уолкера. Клифф. Hi, Svetlana. Hi. Добрый вечер, Светлана. Я буду переводить вам всем сегодня. Я приглашаю Максима, генерального директора, который согласился нам помочь с переводом. Спасибо, Максим. Okay, Cliff, we can start. Okay, that is great. Well, first of all, I wanted to say welcome and thank you for inviting me to be on here. Maxim, I will share my screen, so I've got the slides from this end, if that's okay. Okay. Во-первых, я хотел бы поприветствовать всех и поблагодарить за то, что пригласили меня сегодня к вам. И я буду показывать свои слайды сам, и начнем нашу презентацию. Okay, well, first of all, as I say, I wanted to say thank you and Merry Christmas to everybody. It's always a fun time of year at this time of year, but it's a very different year, of course, in 2020. Окей, во-первых, еще раз хочу всех поблагодарить и пожелать всем счастливого Рождества. Мы как раз все собрались в канун Рождества, такое замечательное время года. So today on this training, I'm going to be talking about a very important subject, and that subject is about finding new customers for your Jeunesse business. Сегодня я вам раскрою очень интересную тему, и эта тема называется, суть заключается в том, как найти новых клиентов для вашего бизнеса. And customers are very important. We'll talk about why customers are important in a little while, but we've developed 32 different ways that you can find customers for your Jeunesse business. Of course, we don't have enough time to go into 32 different ways. So tonight, we're going to look at 10 different ways that you can find customers. Okay. Cliff, first of all, can I ask you, when you speak, to make your phrases shorter? Shorter, like yeah. One third of what you said now. Yeah, no, I'll start again then. It's okay for me now. I remembered whatever you said and made some notes, but for future, it's better if you make it shorter. I'll make them very short. Yeah, Don't worry, I'll make it very short. Thank you.
То есть сегодня мы рассмотрим тему, как привлекать новых клиентов. Вообще, я и моя команда разработали 32 способа привлечения новых клиентов в бизнес Jeunesse. Но так как у нас сегодня есть ограничения по времени, то мы рассмотрим 10 основных способов привлечения новых клиентов в ваш бизнес. Now, because of the current situation, you may not be able to use all 10 ways right now. Вполне возможно, из-за нынешней ситуации в мире вы не сможете в полной мере использовать все 10 способов привлечения клиентов сейчас. But make a note of all the 10 ways, and then when the time is right, you'll be able to implement these ideas into your business. Но запишите сейчас все эти 10 способов, и когда ситуация в мире немножко станет полегче, да, то вы наверняка сможете использовать все эти 10 способов. So let's start by thinking about why customers are important. Давайте начнем с того, почему мы думаем, что клиенты важны. You see, customers are the lifeblood of any business. Without customers, there is no business. Все знают, да, что клиенты являются основой любого бизнеса, и без клиентов не существует бизнеса. If you had a retail shop and you had no customers, you wouldn't be in business for very long. Если у вас есть какой-то, например, розничный магазин, и у вас нет клиентов, то ваш бизнес долго не протянет. And for Jeunesse to be a successful billion-dollar company, they need lots of customers. И для компании Jeunesse, да, для того, чтобы она была процветающей, успешной, необходимо очень много клиентов. And for your business to be a success, you need to have customers, and you need people in your team to have customers. И, соответственно, для того, чтобы ваш бизнес был успешный, вы тоже должны иметь много клиентов в своей структуре, в своей группе, да, и ваши лидеры, ваши дистрибьюторы вашей группы тоже должны иметь клиентов. So the question I get asked quite often is, how many customers do I actually need? Начнем с такого вопроса. Сколько же клиентов мне необходимо? You see, our business is different to sales. This is not a sales business. Надеюсь, вы понимаете, что наш бизнес немножко отличается от простого бизнеса продаж. Это не совсем бизнес продаж. And what I mean by that is you don't have to go out and gather hundreds of customers personally. И что я имею в виду, что у вас нет необходимости, да, выйти куда-то на улицу и найти самому непосредственно сотни клиентов, покупателей. The idea is to gather a few customers and then teach other people how they can also do the same. Основная идея заключается в том, чтобы найти несколько покупателей и также научить свою команду делать то же самое, чтобы они тоже привлекали клиентов. And so I focus on teaching people how to gather just 20 customers. И я делаю акцент в своих тренингах на том, чтобы научить людей, как привести 20 клиентов. You see, 20 is a nice round number, and most people can see themselves being able to find 20 customers over time. Вы видите, понимаете, да, что двадцатка – это такое красивое число, понятное для многих людей, и в принципе они думают, что 20 человек – это вполне реально найти. You see, the traditional thinking in network marketing is that you focus purely on finding lots of distributors. Вы же знаете, да, что традиционное мышление в сетевом маркетинге направлено на то, что вам надо найти как можно больше дистрибьюторов в свою группу. So let's say you're able to do that, and over time you build a team of, let's say, 1,000 distributors. Давайте предположим, что вы пошли этим путем, да, и со временем вы уже работаете, и у вас уже в группе, в структуре стало 1000 дистрибьюторов. If those distributors are all using just one product per month for 60 points, then you would have 60,000
CV in your business. Допустим, что каждый из этих 1000 дистрибьюторов пользуется как минимум одним продуктом в месяц, то есть, соответственно, делают закупку в месяц на 60 CV, и таким образом ваш месячный объем 60 тысяч CV. Let's look at what that would mean in terms of income. Давайте посмотрим, что же это значит с точки зрения уже дохода. Let's say you have 60,000 points in your business, 40,000 in one team and 20,000 in the other. Допустим, что эти 60 тысяч у вас распределили следующим образом. Слева у вас 40 тысяч накопилось, с правой стороны 20 тысяч. That would equate to 67 team commissions, which would be $2,345. Это обеспечит вам 67 циклов. Да? Вы здесь, вернее, все лидеры, и мы не будем детально объяснять это все. 67 циклов это будет равняться $2345. So that's quite a nice part-time income, but you need to build a team of 1,000 people. В принципе, это очень даже неплохой доход для такой временной работы, да, не основной, но для того, чтобы его получить, вам необходимо привести в бизнес 1000 дистрибьюторов. So we're going to look now at something that is much easier to do. И давайте рассмотрим что-то, что намного легче сделать. Because small numbers make more sense for more people and they're more achievable than the big numbers. Потому что, как правило, для большинства людей маленькие цифры, они выглядят привлекательнее и более легкодоступными, да? Что их легче достичь. So here what we're going to do is look at building a team of just 100 people, which is much easier to do. Давайте допустим, что здесь мы построим команду 100 людей из 100 человек, что на самом деле намного легче сделать. But we're going to teach those people how to gather 20 customers each. Но мы научим каждого из этих 100 людей, как привести в свой бизнес 20 клиентов. And if you do that, you're going to get paid on 2,000 customers. И если вам это удастся сделать, то вы, соответственно, будете получать доход уже с 2000 клиентов. And you would have twice as much volume in your business. You'd have 120,000 points, not 60,000, but with only 100 И, people. соответственно, оборот у вас будет уже в 2 раза больше. Это будет уже 120 тысяч CV в месяц. The other thing that's important is that by everybody in your team having customers, you will have a much more stable business. И в чем еще прелесть заключается? В том, что если каждый из ваших партнеров будет иметь минимум по 20 клиентов, то это будет значить, что ваш бизнес намного более стабилен. Because if all you have is distributors who are also customers and they leave, you've lost your customers. Потому что если, с одной стороны, ваш бизнес в основном состоит из дистрибьюторов, у которых там есть несколько клиентов, то если эти дистрибьюторы уйдут из бизнеса, то фактически весь ваш бизнес развалится, уйдет. But if those distributors have customers, if they leave, they're probably going to leave the customers behind, which gives you a stronger business. В первом случае это если были просто дистрибьюторы без клиентов. А теперь второй вариант, да, если у этих дистрибьюторов были еще и клиенты, да, которые покупали ежемесячно продукцию, то в таком случае, если мы, допустим, если ваши дистрибьюторы каким-то образом уходят, то клиенты, они останутся, как правило, и у вас останется эта клиентская база. So if you look at the difference in terms of the income. Here we've got 100 distributors, but they've all got customers, and now you've got 120,000 points in your team. То есть вот во втором варианте мы рассматривали вариант, когда у вас в команде всего 100 дистрибьюторов, но у каждого из них есть по 20 клиентов. И таким образом совокупный доход составляет уже 120 тысяч CV.
Now you've got 133 cycles and more than $4,000 per month in income from just 100 people. И теперь получается, что у вас уже 133 цикла и, соответственно, $4655 ежемесячного дохода. So the important thing to remember is that your income is not just about how many distributors you have in your team. Вот важная мысль, которую вы должны запомнить, что ваш доход не имеет никакого отношения к количеству дистрибьюторов в вашей организации. Your income is directly related to the product volume that you can generate through your team. Ваш доход в первую очередь зависит, в основном зависит именно от созданного объема. And if everybody has customers, your volume is going to be much bigger. Come again, please. If everybody in your team has customers, then your volume will be much bigger. Окей. И если у каждого дистрибьютора в вашей структуре есть клиенты, то, соответственно, и ваш общий товарооборот будет намного выше, намного больше. Okay, so that's why customers are important. Now let's start to look at how you can find those customers. И теперь, когда мы поняли, что клиенты важны, давайте теперь разберемся, как мы можем найти их. So the first way is to run an event. Первый способ – это провести мероприятие. It's a great way to launch your business, to invite some people to come to an event to find out about your new business. На самом деле это классная идея проводить какие-то мероприятия, да, приглашать туда людей, на которых вы будете рассказывать им о своем бизнесе, о том, чем вы занимаетесь. And the best place to do that is probably in your home because people will feel comfortable coming to visit you. И наверняка самым лучшим местом для таких встреч является ваш дом, где люди будут себя чувствовать намного комфортнее. And make sure you have some products so that you can demonstrate those products to the people that come to your event. И вы должны иметь у себя продукты, да, как для презентации, дегустации. We have some great products for demonstration. If you like the beauty products, the Hydra Shield mask is a great product to demonstrate. Например, да, опять же, вы должны иметь продукты для презентации, показа, демонстраций. И вот, например, маска Hydra Shield, увлажняющая, да, является одним из самых лучших продуктов для демонстраций. Envy is a great product to demonstrate for people. Envy тоже замечательный продукт для демонстрации. And probably the best product that we have to demonstrate on the beauty side of our business, of course, is Instantly Ageless. That's a great product to demonstrate. И в моем понимании самым лучшим продуктом для таких демонстраций является Instantly Ageless. But we have some great products on the nutritional side. We've got Reserve, we've got Mind. Также у нас есть и замечательные продукты для демонстраций и среди пищевых добавок. Это Reserve, Mind. We've got Revitablue. Revitablue. Nara. Nara. And of course our friend Zen, which is great to demonstrate. И наш друг Zen, который тоже является классным продуктом для проведения демонстраций, дегустаций. Those are all products that you can use at your event to give people a taste of Jeunesse, the products that we have. Вот это те продукты, с помощью которых вы можете угостить своих гостей и показать им, продемонстрировать вкус компании Jeunesse. And a great product, if you're going to have an event, make sure you've got your Evoke, because your house or your room that you do the demonstration in will smell fantastic. И тоже еще один замечательный продукт, да, Evoke, потому что, опять же, если вы как раз проводите презентацию дома, то будет намного все более эффективнее, если у вас будет вокруг приятный запах Evoke. So make sure you have an event,
sorry, let me start again, Maxim. Make sure you have products to sample and make sure you have products to sell if you run an event. То есть вы вот должны убедиться, да, что у вас есть продукты как для дегустации, а также и для продажи, которая, возможно, случится сразу после мероприятия. Another great way is to ask other people to let you run an event. Еще один замечательный способ это попросить кого-то, чтобы вы провели с ними мероприятие. You will often find that people want to help you and they will be willing to run an event in their home with some of their friends for you to present Jeunesse to. То есть вы довольно часто можете попадать в такие ситуации, когда люди всегда будут готовы помочь вам, и они будут приглашать вас прийти к ним домой на такое вот мероприятие, куда они приглашают своих друзей. То есть они попросят вас помочь им провести мероприятие для своих гостей. And if they run an event for you, you can always give them, you know, a free product as a gift and a thank you for running an event. И опять же, если вы помогаете им таким образом, да, проводите мероприятия у них, то вы всегда можете дать им в качестве такого бесплатного подарка instantly ageless, да, там тюбик, например. Okay, here's a great way. Do a postcard drop. Вот еще один замечательный способ. Сделайте листовки, распространяйте листовки. We've created some great postcards for our team to use. You can create your own postcards, or, you know, maybe someone in your support team can provide postcards for you. Мы с моей командой создали, извините, мы с моей командой создали несколько листовок под разные продукты, замечательные листовки. Возможно, вы со своими командами создадите свои листовки или попросите там кого-то помочь вам в этом вопросе и создать вам листовки. And it's a really great way to promote your business because you can run a campaign in your local area and you can just go and drop postcards around at people's homes. И это, в принципе, довольно замечательный способ привлечения клиентов, потому что вы можете распространять эти листовки по домам, да, по почтовым ящикам и периодически повторять такие кампании там раз в несколько месяцев. The important thing is to repeat the campaign maybe every 6 to 8 weeks, so people get to know who you are. И очень важным шагом как раз вот и является повторение в этом вопросе. Да? Клифф рекомендует повторять распространение этих листовок каждые 6-8 недель, с тем, чтобы люди запомнили, кто вы, чем вы занимаетесь. People may not see the first postcard, or they may not respond to the first postcard, but maybe the second or the third time they will. Возможно, люди даже не увидят первую вашу открыточку или не ответят на нее, но когда они увидят уже вторую, третью, то они наверняка заинтересуются. And you're looking to build trust and credibility to get people who will eventually become customers. И основное здесь как раз в этом вопросе это построение доверия и уважения со стороны тех людей, которые потом могут стать вашими клиентами. Another great way is to join some sort of breakfast club or business club in your local area. Еще одним способом является присоединение к каким-то клубам по интересам, либо там завтракам, ну, такое распространено на Западе. This is a great way to meet new people. Это замечательный способ познакомиться с новыми людьми. And when you go to an event, make sure you have your business or prospecting cards handy. И когда вы идете на такое мероприятие, обязательно возьмите с собой свою визитку. And we use a prospecting card, which is different to a business card. Мы на самом деле используем, как я вот немножко не знаю, перспективную карточку, да, которая немножко отличается от обыкновенной стандартной визитки. So on the front of the card, you have your contact details, just like a business card.
То есть, в чем разница, да? На лицевой стороне мы имеем ваше имя, фамилию, детали ваши, да, как на обыкновенной бизнес-визитке. But on the back, you have a message letting people know what it is you're promoting. Но на обратной стороне, на тыльной, да, как правило, есть сообщение, которым вы доносите до людей то, чем вы занимаетесь, что вы промотируете. And a link to your website that you're promoting, because you don't И know when people are сразу going to look at линк the card. на ваш веб-сайт, который вы промотируете. The other thing you want to do. Cliff, we have one question. Can you show that prospecting card closer to the camera so that people Closer can to see the camera. I will try and get closer to the camera. Okay, so that's the front of the card. So you have Вот это лицевая сторона карточки. normal stuff on the front of the card. То есть там обыкновенно написано имя, фамилия, детали, контакты. And then on the back of the card, we have a message. This is one that we created specifically for Zen. И на обратной стороне этой карточки сообщение, да. Вот именно вот эта карточка разработана под продукты Zen. Okay, but you can have one for the beauty products. You can have one for instantly ageless. You know, that's just an example. И вы можете сделать такие карточки для любого продукта, да, для Instantly Ageless, там, резерва, и это сделано непосредственно для Zen. And the key to business events is you want to be not just giving cards out, but you want to be collecting business cards from people because you want to connect with new people and learn about new people. Но что еще важно, вы не просто хотите раздать свои карточки, да, вы также хотите собрать карточки других людей, потому что здесь цель этого всего скоммуницировать, контактировать с людьми и собирать их. And use the event, you know, attend regularly so you build relationships. And if you get chance, you know, become a speaker at the event as well. И, возможно, если вы довольно часто посещаете такие клубы, да, то вас когда-нибудь пригласят и стать спикером, выступить на одном из мероприятий там. Another way to find customers is those prospecting cards. Hand out 3 cards every day. И что еще важно, да, раздавайте вот такие карточки, визитки, как минимум по 3 штуки в день. If you give 3 cards a day out, you're going to connect with 90 new people every month. Somebody's going to be interested. И если вы будете раздавать минимум по 3 таких карточки в день, то в месяц у вас получится, что вы раздадите 90 таких карточек, и наверняка кто-то заинтересуется. So make sure you always have some cards with you because you never know when you're going to have the opportunity to give it to somebody. И всегда носите такие карточки с собой, потому что вы никогда не знаете, когда возникнет момент, необходимость кому-то дать такую карточку. Another great way to find customers is to give out 3 product leaflets every day. Тоже еще один способ замечательного привлечения новых клиентов – это раздавать по 3 продуктовых листовки в день. So again, we've created, these are for Zen, but we've created some really nice product leaflets. If the company have them, use the company ones. But they're great to give out to people as well. Опять же, да, мы с моей командой создали такие листовки для продуктов. Вот это я вам показываю листовку по Зену. В принципе, если у вас есть такие, тоже можете использовать. Если нет, разработайте. Возможно, компания в этом как-то поможет вам. And then make sure you have your contact details professionally on the back. So you never know where that product leaflet might end up, and you want people to be able to contact you. И опять же, вы никогда не будете знать, где может оказаться этот буклетик, да, эта листовочка. Поэтому всегда вот на задней стороне
пишите ваши контакты, ваше имя, контакты, с тем, чтобы тот, кто прочитал, мог всегда к вам обратиться. Another great idea is to send out 3 videos per day. Еще одним замечательным способом является отправление как минимум 3 продуктовых видео в день. You know, people love watching videos, and we've got some fantastic videos. Вы знаете наверняка, да, что людям очень нравится смотреть видео, и у нас в компании как раз очень много классных, хороших роликов. Make sure you go to jeunesse.com, and there you can download all the product videos and all the business videos. Зайдите на сайт jeunesse.com, и там вы найдете кучу разных видеороликов по разной тематике. So you could send out a different video each month. You could send a Monavi video out this month. То есть вы можете, например, каждый месяц отправлять разные видео. Например, в этом месяце вы можете поотправлять людям видео с Monavi. And then next month you could, choose a different product and send a different video out. А в следующем месяце, например, вы сможете выбрать другой продукт и отправлять всем видео с другим продуктом. Например, Revita Blue. So again, videos are a great way to promote your business and get the message out. Еще раз скажу, что видеоролики – это классный, замечательный способ привлечения новых клиентов. How about one of these? I bet we've all got one of these. Как насчет вот этого инструмента? Готов поспорить, что он есть практически у каждого из нас. This is my new Wing, by the way. Look at that. Wow. Это мой новый телефон Wing, да, посмотрите, какой он классный. But you can send a text message out to everybody you've got in your mobile phone. Но вы можете отправлять смс-ку каждому контакту, который есть у вас в телефоне. And again, you can send them a text message, just letting them know that you've launched a business and sending them a link to your website or to a video. И опять же, да, для начала, например, вы можете отправить каждому смс-ку, сказать, что вы начали тут бизнес, и отправить им ссылочку на свой веб-сайт. Okay. Social media. Everybody loves social media. Окей, следующий способ – это социальные сети. Буквально всем, каждому нравятся сейчас социальные сети. Now, you don't want to be trying to sell products on social media. That's not what people join a social media site for. На самом деле сейчас не старайтесь сразу же пытаться продавать продукт через социальные сети. Это не то, зачем люди сейчас заходят в социальные сети. Да? Они не хотят, чтобы вы сразу же им продавали. I would suggest you use social media just to let people know that you've started a business. Я бы предложил вам использовать социальные сети для информирования людей о том, что вы вот начали свой бизнес. A very simple message, again, with a link to your website, asking people to let other people know. Опять же, самое простое сообщение, да, в котором вы потом укажете свои реквизиты, сайт, в котором будет говориться о том, что вы начали свой бизнес, и который люди смогут делиться и позволять другим людям знать, что вы начали свой бизнес. And the final one we're going to look at this evening is to do one demonstration per day with Instantly Ageless. И еще один способ, который мы сегодня рассмотрим, это проведение презентации с Instantly Ageless, как минимум одна презентация. Cliff, we lost the slide.
I think if you can move it forward. Oh, sorry, I haven't. Sorry, I'm sorry. I've changed my slide, Max. I didn't change yours. I'm sorry. Окей. То есть надо So делать one как минимум demonstration одну per day. демонстрацию в день с instantly ageless. Because every box of instantly ageless contains 25 vials, and that represents 25 potential customers. Потому что каждая упаковка instantly ageless содержит 25 таких тюбиков продукта, да? И это потенциально 25 демонстраций продукта, потенциально 25 клиентов. So when somebody new joins your business, what I recommend is that they use one box of instantly ageless simply to go out and do a demonstration a day. In their first month, they will find some customers. То есть, когда кто-то, вернее, к вашей группе присоединяется новый дистрибьютор, да, то я бы рекомендовал давать ему такое задание, давать ему упаковку instantly ageless, и каждый день в течение первого месяца он делает презентации с instantly ageless. So the questions as we close, how long will it take you to find 20 customers? И вот постепенно мы пришли сейчас к вопросу, который можно озвучить так. Сколько времени у вас займет для того, чтобы набрать вот эту клиентскую базу в 20 человек? And how long will it take you to build a team of just 100 distributors? И можно этот вопрос сравнить с другим. Сколько времени понадобится для того, чтобы построить команду из 100 дистрибьюторов? And then teach those people, using some of these ideas maybe, how to go out and find 20 customers. И потом, сколько мне понадобится времени для того, чтобы научить этих людей, возможно, даже с помощью каких-то их новых идей уже, да, научить каждого привлечь 20 клиентов. And take action every single day to gather customers. И вот это все надо делать на ежедневной основе, чтобы привлекать клиентов. And I'll conclude with this, Max, is if it is to be, it's up to me. What that means is that you are responsible for your business, no one else. И, в принципе, на этом я бы хотел уже практически закончить свою презентацию. И вот сказать такое выражение, да, на английском оно так довольно интересно, красиво написано, звучит. Ну, я вот это перевел так приблизительно. Быть этому или нет, зависит только от меня. So that concludes my training. I hope it's been helpful. I know it's difficult, Max, when we've got different languages. It doesn't flow as well. But if you want me to stay around for a few questions as we close, I'm happy to do that just for a few more minutes. Okay, let me ask them. То есть на этом я бы хотел, в принципе, завершить презентацию. Да, я понимаю, что как бы презентации и тренинги на иностранных языках, извините, может, они не так заходят, не так доходят, но если у вас есть какие-то вопросы сейчас, там, может, 2-3 вопроса, Клифф готов ответить. Так что, если что, пишите, я попробую сейчас перевести. Okay, Cliff, I told them, so if a couple of questions will appear now, I will translate for you, okay? Okay, great. I'll hang on. I think we'll wait for a minute or something like this. Yeah, we'll just wait for a couple of minutes or so. If nobody's got questions, no problem. I'll let you conclude the meeting or carry on. But I'll just hang around for a little while and see if there's any more questions pop up. Okay. One question, kind of small, but I think quite important. How to make clients like constant, or so that they will stay with you? I think stable clients, you know, yeah, stable constant clients. I understand. I think part of that, you know, is building trust and credibility with the customer in the first place. I think that's key. Я думаю, это в первую очередь зависит. Для этого надо построить доверие и уважение людей к вам. And staying in touch with the customer. You know, once you get a customer, for example, on any of the products,
connect with them several times in the first month to make sure that they're using the products properly and getting results. И вам надо построить отношения с этим клиентом, да? Возможно, в течение первого месяца 2-3 раза с ним пообщаться, созвониться, поговорить, какие продукты он использует, как это правильнее и лучше использовать. So поддерживать общение. Here's something we did, Max. It's a bit difficult. We did it with Zen. Okay, вот что мы делаем с моей группой, да, например, мы делаем это с Zen. What we did with Zen is we sold Zen at the retail price. Мы продаем Zen по розничной цене и we keep in touch with the customer several times in the first month to make sure they're on the program. В течение первого месяца мы раза 2-3 контактируем с клиентом с тем, чтобы убедиться, что он следует программе. And then we ask them, and I'll give you an example, how would you like to get a $10 discount off your next order? И затем, когда у него уже подходит к концу, да, мы у него спрашиваем, хочешь ли ты узнать, как ты сможешь получить $10 скидки на свой следующий пакет Zen? And most people want to know, well, how can I get $10 discount? How do I do that? Да, как правило, большинство из них говорят, да, конечно, скажи мне, как я могу получить $10 скидки на мой следующий ZenFuse? Well, we've produced a lovely little 8-page booklet all about Zen. И вот я со своей группой сделал вот такой замечательный 8-страничный буклет именно только о продуктах Zen. So here's what I would do. For every То есть вот это то, что бы я сделал, да? For every name that you can give me that I can send my booklet to, I'll give you a $1 discount, up to 10 names. То есть и вы говорите этому человеку, да, за каждое имя человека, которому я могу отправить такой буклетик, я тебе дам $10. Now I've got 10 new potential customers. If I get 10 people that I can send my leaflet or booklet out to, I don't mind giving a discount because I've got 10 new potential customers from that one customer. Sorry, я немножко там неправильно сказал, да, за каждые 10 вот таких имен он дает $10 скидки, да, и вот теперь, когда человек вам дал 10 имен, то вам не жалко отдать эти $10, потому что потенциально у вас сейчас есть имена 10 новых клиентов. You could do it with Instantly Ageless. You could say, hey, for every person, every name you give me that I can give a free sample of Instantly Ageless to, I'll give you a discount. То есть, опять же, вы можете сделать такую же штуку и с Instantly Ageless, да, за каждое имя, которое ты мне дашь, я дам человеку вот один образец Instantly Ageless, а тебе за это дам скидку. Somebody's asking one question there that I can read, Maxim, because it's in English. What type of system do you have? We actually leverage we have an online marketing system that our team uses so that we can promote, particularly now with being at home, and stuck at home, we use Zoom, obviously, but we also have a way of sending out information online through our platform. We have our own team platform for that. Окей, тут был вопрос, который он прочитал на английском, да, какой тип системы вы используете, да, в своем бизнесе. Он сказал, что они используют онлайн-маркетинг-систему, да, сейчас особенно актуально в нынешнее время, да, когда все на карантине, часто используют Zoom, также используют электронные рассылки. Тут так, сейчас, подождите, тут уже вопросов накидали. Я попробую найти еще что-нибудь, если есть интересное. I'll just handle that one in English as well, Maxim. Then I'll handle. What is like to be a diamond? Do you want to answer this question? Yeah, what's it like to be a diamond? It's fantastic because the lifestyle that Jeunesse provide us with as a diamond is really worth working for. It takes time and effort to become a diamond, but it's well worth the time and effort. Окей, быть даймондом в Jeunesse это действительно очень классно.
потому что компания создает, ну, как предоставляет такой целый способ жизни, да, для бриллиантов. Да, конечно, необходимо много времени и много усилий у вас уйдет на то, чтобы стать бриллиантом, но когда этого достигнете, все будет хорошо, классно. I would encourage everybody to watch some of the diamond discovery videos that are on the Jeunesse website. You'll get a sense for the lifestyle that we have as diamond directors with Jeunesse by watching those videos. Я бы порекомендовал вам посмотреть некоторые видео о бриллиантовых путешествиях с тем, чтобы увидеть, какой вот способ жизни нам предлагает компания. And I'll just answer that one question that's in English that I can understand as well from Canada. I wouldn't try and persuade or convince anybody. You know, we don't have to try and persuade or convince people. We just have to, you know, let people know what we're doing and let them make their own decision as to whether they like the products or the business. It's up to them. Я вот отвечу на еще один вопрос из Канады, да, который тут мне задали. Я сейчас его переведу тоже. Как вы убеждаете людей, кого-то убеждаете тех, кто вам не верит, да, там с самого начала? Он говорит, что я и моя группа, да, мы не убеждаем людей. Мы просто рассказываем то, о чем мы занимаемся, преподносим, и люди уже сами решают, как бы надо это им или не надо, и принимают свои решения сами. Okay, is there anything else there, Max? Do you want more any other questions? final questions? Have we covered them all? I think there are a number of questions here. Those distributors who are interested in finding new customers, wouldn't they lose interest towards distributors' career? No, because you do both. You know, the key to this business is to do two simple things. Find customers, just a few over time. I use 20 as the example, and then look for distributors. You're looking to do both of those two things, not customers instead of distributors, but do both. Окей. Был такой вопрос от Елены Рыбальченко, да? Если... Сейчас я его... Те дистрибьюторы, которые заинтересованы найти клиентов, не теряют ли интерес к карьере? Он говорит, что вы, в принципе, не должны концентрироваться только на одном каком-то способе, да, там привлечение клиентов и все. Вы должны заниматься обоими направлениями, привлекать как клиентов, так и дистрибьюторов. The key, Matt, is that if you teach your team to find customers, you need to build a much smaller distributor team to make more money. That's the key. Okay, I lost the beginning, but... Okay, I'll say it again. The key is that if you teach your team to find customers, you only need to build a much smaller team of distributors because they've all got customers and you make more money. То есть в основе лежит то, что если вы научите какую-то часть своих дистрибьюторов, лидеров, как привлекать клиентов, то у вас не будет необходимости привлекать такое большое количество дистрибьюторов, да? Те вот ваши лидеры, уже существующие дистрибьюторы, они будут привлекать клиентов сами. How often do you make online presentations? It depends on the needs. You know, if it's a new group, we'll do maybe weekly presentations. I do quite a lot of one-on-one presentations as well. It really depends. You know, I would recommend having at least a weekly presentation of some type on the business. For the whole group? Yeah. Or for some specific new groups? I would always look at doing some form of business presentation, whether that's recorded video-based presentation or a live webinar. You know, you want to have an event that you can bring people to find out more about the business. So we don't just look for customers. You know, we have our business presentations and webinars as well for the business. Окей. Вопрос был, проводите ли вы онлайн-презентации и как часто, да?
Он говорит, что, в принципе, это зависит от разных обстоятельств, да. Если там появляется какая-то новая группа, то он готов проводить их там хоть каждый день по необходимости, но, как правило, проводят раз в неделю. Иногда они пользуются тем, что уже крутят записанные заранее бизнес-презентации, но также делают и в прямом эфире тоже. Okay, does that cover everything, do you think, Max? I don't want to take up everybody's time, just with questions. Because, okay, I still haven't read all the questions. If you've got a list of questions that you at some point want to send to me, as long as they're in English, I can answer those questions for you, no problem. And then you've got them for the group. Okay, one last interesting question. If your potential customer finds a product in internet, and the price which is mentioned there is not the recommended retail price, but it's much lower. So what is your action? What would you say to the customer? I think the difference is that what we're trying to do here is build a relationship with the customers. If people just go on the internet, they haven't got a relationship, they're not necessarily going to get the service. They might get the product a little bit cheaper, but you can provide, better quality product, service, follow-up if you build a local customer base. It's always difficult on the internet because people are selling products at all sorts of prices. But I would focus on, and I know I've said a lot of words there, Max, so I would focus on building the relationship, because if you build a good relationship with the customer and they trust you, chances are they'll always come back to you. Окей. То есть вопрос вот от Ларисы Балтитис последний, да, вы его можете прочитать. Ответ такой, что в принципе наш бизнес – это в большинстве своем построение отношений. Если вы сумеете построить отношения с клиентом, показать ему, что он всегда может рассчитывать на какой-то сервис с вашей стороны дополнительный, да, заботу, купит у вас. Хотя в наше время интернет доступен, да, и если человек не важен, ему просто там важна цена, то он всегда, конечно, найдет это где-то дешевле и купит там, да. Поэтому старайтесь построить отношения, и тогда всегда клиент будет ваш. Another thing you can do, Max, just a good idea, for example, if somebody becomes, a customer of one product, you can always give them another sample, something a little bit different, instead that sets you apart from the other people. So, when they buy a box of Instantly Ageless, maybe you give them, maybe Nara actually is better because that's another beauty product. You can always do something that sets you apart from the people that are just selling on the internet. Вот, например, чем вы можете выделить себя или отделить себя от тех людей, которые просто продают в интернете, да, там по заниженным ценам. Что вы можете предложить человеку, который, например, всегда у вас покупает какой-то один продукт, например, да, Instantly Ageless. Вы можете ему как-нибудь отослать, например, один там, Наару там или Revitablue, да, какой-то дополнительный вот такой маленький подарочек, да, продукт компании, который покажет вас с более выгодной стороны, чем просто других продавцов в интернете. Okay, I think, Steve, thank you very much. I think this is a pleasure. Thank you for having me, Max. And I hope 2021 is a much better year for everyone around the world than 2020 has been. Yeah, thank you very much, Cliff. Thank you for joining us and trying to teach our people maybe some new things. I don't know, maybe not that new, maybe some of them they already know something similar, but I really appreciate that you joined us and came to us, and wish you Merry Christmas soon. Thank you very much. Goodbye. Thank you very much. Yeah, have a nice evening. Bye-bye.
your help. Bye for now, everyone. Bye. Всем большое спасибо, да, Клифф поблагодарил всех за то, что мы его пригласили, да. Упс. Да, Максим, мы вас слушаем. Вы слышите, да, а то я думал, у меня тут экран такой появился, что все пропало. Нет, мы с вами. Я надеюсь, всем было интересно, полезно, и давайте теперь вот как бы воплощать. Мы со своей стороны пытаемся тоже обратить ваше внимание на клиентов, да, и я думаю, 2021 год пройдет под таким знаком, под таким девизом. Но об этом мы еще, я думаю, расскажем и поговорим чуть позже. А сейчас я передаю слово Светлане, она вам расскажет еще о некоторых новостях.